Привет, друзья! С вами Алексей Полянский, это Школа Успеха. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим ситуацию работы с датой. В большинстве случаев мы привыкли воспринимать даты как нечто среднее между текстом и числом, но в данном случае мы будем ее рассчитывать, потому что все даты в Excel представлены числами. Например, если мы введем единицу, перейдем в формат ячеек и зададим формат ячеек дата, то мы получим дату, равную 1.01.1900 году. Именно от этой даты у нас происходит начисление дат в Excel. Поэтому, когда к этому числу прибавляют количество дней, к примеру, если взять сегодняшнее число, написать сегодня, и перевести его в формат ячеек числовой, тогда мы увидим число, равное 43 185. То есть, если 43 185 дней прибавить к 1.01.1900, то получится результат сегодняшнее число. Так, для того, чтобы найти сегодняшнюю дату, нам необходимо сегодня функция, либо же функция текущая дата. Разница между этими функциями в том, что текущая дата у нас возвращает также еще и время. Дата. Аргумент также пустой. Для того, чтобы отображалось время, нам также нужно перейти в формат ячеек и включить его. То есть формат должен быть с временем. Примерно таким. Теперь мы видим то, что у нас в ячейке показывает текущее время. Для того, чтобы определить день недели сегодняшнего числа, нам необходимо ввести функцию день нет, которая в свою очередь возвращает номер дня недели. В данном случае это 2. Расчет происходит с воскресенья. Также мы можем использовать функцию текст и в формате текста задать уже аргумент 4D. То есть в такой записи у нас будет день недели полностью. Также возможна запись как с 3D, с 2D, 26 число день. Не день недели, а 26 число месяца. Но лучше все-таки использовать формат 4D, так будет просто нагляднее. В следующем примере дата слева одна и та же, если мы ее изменим, например, на 22, то результат будет другой. Пробуем. 21. 21 у нас была среда. Отлично. Переходим ко второй задаче. В данной задаче нам необходимо найти разницу в днях между датой 2 и датой 1. Для этого мы будем использовать функцию разность дат, которая найдет общее количество дней между начальной датой и конечной. Разность дат у нас нету функции официально в программе, то есть если мы перейдем в веб-интерфейс, у нас появится просто строка ввода формул. Также мы можем ввести ее, в принципе, в ячейку. Еще раз пишем разность дат. Разность дат. Берем начальную дату в данном случае, то есть та дата, которая была раньше. Далее берем конечную дату. И в аргументе пишем y, w, y, d, d в данном случае, как нам нужно, или же m, месяца. Все в английском. 34 дня у нас между датами 19 и 25. Для того, чтобы определить номер недели, числа, неделя у нас исчисляется по стандартам ISO. Данный стандарт означает то, что
исчисление каждой недели происходит с первого четверга каждого года. Поэтому количество недель в году может варьироваться от 52 до 53. Номер ISO выбираем, номер недели, и выбираем дату сегодняшнего числа. В данном случае 8. Точнее не сегодняшнего, а 19.02. И номер месяца. У нас есть функция месяца, которая возвращает номер месяца, даты. В принципе, его можешь посмотреть в втором значении. Когда это удобно, допустим, когда у нас месяц написан прописью. К примеру, если мы возьмем, перейдем в формат ячеек, дата, и здесь выберем месяц прописью, у нас все равно результат не изменится. Также у нас есть специализированные функции нахождения разницы в днях. Для этого мы переходим в следующий лист с примером. К примеру, количество рабочих дней, именно рабочих дней, которые нам необходимо прибавить к дате 1, 61. Для этого мы пишем рабдень. У нас есть функция, которая находит количество дней с учетом праздников и 2 выходных, то есть стандартных суббот и воскресенье. Как это выглядит? Начальная дата, от которой мы производим исчисление, это 19.02.2018. Число дней, которые нам необходимо прибавить рабочих дней, это у нас ячейка C4. И праздники у нас должны быть написаны именно массивом, то есть через точку запятой здесь запись не получится. Получается, с учетом 2 выходных у нас и учетом праздников, прибавив 19 февраля 61 день, мы получим результат 24.05.2018. Это с учетом 2 выходных. Если мы будем использовать функцию рабдень между, которая в свою очередь будет находить количество рабочих, точнее будет находить дату с количеством заданных рабочих дней 61. Также можем здесь указать выходной, когда у нас будет. К примеру, если у нас выходной только среда, мы используем аргумент для среды, это 14. И также указываем праздники. Если график какой-то нестандартный, допустим 2 или сутки трое, мы можем просто добавить в праздники все те выходные, в которые мы будем отдыхать. Нажимаем ввод, получаем результат. То есть с 2 выходными у нас вышло бы 24.05, с одним выходным в среду у нас вышло бы число 07.05. Также у нас есть обратные функции, доступные стали они с 2013 версии Excel. Это функция чистый рабдень и чистый рабдень между. Чистый рабдень. То есть у нас есть начальная дата, есть конечная дата. И также у нас есть праздники. И во втором примере, если мы будем использовать функцию чистый рабдень между, мы также можем указать меньше выходных. Но, к примеру, было 2 выходных стандартно. Мы видим то, что разница между этими 2 датами составила 26 рабочих дней. С вами был Алексей Полянский и Школа Успеха. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.